Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте выясним, почему женщины плачут и есть ли этому объяснение. Мы плачем от горя и от радости, от боли и от огорчений, от избытка чувств и от их недостатка. Слезы– признак слабости или, наоборот, своеобразное лекарство от стресса. Человек испытывает колоссальное облегчение, когда получает возможность выплакаться на плече друга. Многие считали, что слезы обладают целительной силой. Женщина плачет не потому, что она слаба, морально неустойчива или больше подвержена стрессам. Женские слезы– это и оружие, и защита. Слезы женщины могут повергать мужчину в ступор, раздражать, сводить с ума, привлекать. Женщины искусно научились использовать данное природой оружие. Но ведь не просто же так плачут женщины. С детства нам говорили: поплачь, поплачь, легче станет. Слезы– это не только психологическое облегчение, но и научно обоснованный процесс очищения организма. Химический состав слез отличается наличием гормона стресса. Он выделяется в особо ярко напряженные моменты жизни, когда человек переполнен эмоциями, будь то негативные чувства или позитивные ощущения. Слезы таким образом выводят из организма человека токсичные вещества, которые образуются при стрессе и перенапряжении. Поплакав, человек успокаивается. Существует также простое объяснение слезам с точки зрения физиологии. В женской крови присутствует гормон пролактин, отвечающий и за выработку слез, и за выделение молока кормящими мамами. А мужской тестостерон блокирует накопление слез у мужчин, поэтому они всегда выглядят мужественно, а мы хнычем на протяжении всей жизни. Именно это помогает женщинам жить дольше, в среднем на 7 лет. Огромный процент мужчин, которые держат в себе эмоции, умирают гораздо раньше женщин, устраивающих себе минутку плача. Женщины плачут, когда у них что-то не получается, и в минуты, когда кажется, что весь мир против них. Плачут от несправедливости и обид. При виде бездомного котенка или щенка на глазах женщины появляются слезы жалости, а в душе желание обнять и защитить весь мир. Порой женщины чрезмерно сентиментальны, но если бы этого не было, весь мир бы был жестоким и воинственным. Романтизм и детская наивность женщин смягчают сердца мужчин, пробуждают в них желание заботиться о женщине, защищать и оберегать ее. И, конечно же, женщины плачут от радости. Они настолько близко и сильно переживают любые чувства, что им недостаточно простой улыбки или смеха. Женщина может залиться слезами в момент высшего счастья, и мужчине этого не понять. Многие мужчины боятся женских слез, так как впадают в ступор и не знают, как именно нужно действовать при этом. А ведь женщине в такие моменты больше всего нужна поддержка своего мужчины, но не конкретным действием, а именно его участием, принятием ее состояния. В мире известно 700 видов женских слез, и на все это великолепие мужчина реагирует единственной фразой: «Ну чё ты, Кать?» Если мужчина в такой ситуации начинает злиться, проявляет агрессию, то он в ее глазах автоматически расписывается в своей неспособности ее утешить. А ведь женщине больше всего на свете хочется ощущать именно спокойствие, защищенность, стабильность, прежде всего психологическую. Именно за этим она приходит к своему мужчине, когда ей становится особенно тяжело на душе, когда уровень накопленных эмоций начинает подниматься к критическому. И если ее мужчина не сможет или не захочет ей помочь, на его голову обрушится истерика, последствия которой будут масштабными, вплоть до «ты меня не любишь, я уйду к своей маме». Не важен масштаб причин ее переживаний, важно то, что что-то в этот момент оказалось той самой последней песчинкой, перевесившей чашу ее душевного равновесия. Женщина очень терпелива по своей природе, и доходит она до пика переживаний не сразу, а постепенно, по мере накопления ее эмоций. И только слезы помогают открыть тот самый предохранительный клапан, чтобы облегчить тяжесть ее души. Потому что природа так создала женщину, это ее суть. И мужчина, который не понимает этого, ломает свою женщину, не дает ей поддержки тогда, когда она нуждается в этом более всего. И если твоя женщина плачет, то это не значит, что нужно сразу бежать и что-то делать. Чаще всего ей нужно, чтобы ее обняли, дали почувствовать, что она может выплеснуть наболевшее и успокоить ее.
Возьмешь ли ты ее на ручки, посадишь рядом и будешь держать ее нежную теплую руку, глядя в ее заплаканные, но такие до боли родные глаза. Тут уж тебе лучше знать свою женщину, что она любит и как нужно сделать, чтобы она успокоилась. Главное, чтобы она чувствовала твое участие и не безразличие, а еще твое спокойствие в такие моменты. Женщина плачет не только, когда ей тяжело и больно, но и от счастья, от избытка эмоций, которые очень трудно удержать внутри. Порой какие-то милые, забавные вещи могут трогать ее до глубины души. Иногда просто набегают воспоминания, пропитанные твоими давними эмоциями, которые медленно поднимаются изнутри и полностью заполняют женское нутро. Им становится тесно, и они стремятся наружу через слезы. А бывает, что любовь, нежность настолько переполняют, что у нее нет сил, чтобы сдерживать в себе такой накал. И слезы просто стекают по щекам, медленно оставляя влажные следы на ее лице. Если твоя женщина плачет, это не всегда значит, что ее обидели и что ей плохо. Может быть, она просто счастлива в этот момент. Просто прими тогда ее состояние как данность, как неотъемлемую часть ее природы. Женщина, что с нее возьмешь? В женщине живет целый океан чувств, эмоций, переживаний, которые искусно переплетены между собой в узоре, который понятен только ей. А порой она и сама не знает, куда оно выведет. Так что ты даже и не пытайся это понять. Просто будь рядом с ней. Не оставляй ее наедине с переживаниями. И она отблагодарит тебя, потому что, принимая ее, ты доказываешь еще и еще раз, что ты самый лучший мужчина для нее, которого она когда-то выбрала. И оказывая ей поддержку, ты снова и снова подтверждаешь это, укрепляя ее веру в тебя. Ведь ты же хочешь, чтобы она верила в тебя без ограничений. А доверие рождается из уверенности, что ты сумеешь ее защитить, и от ее собственных переживаний тоже. Не доводи ее до слез, потому что так она утрачивает веру в тебя, в твою силу и поддержку. А без ее веры ты не сможешь сворачивать горы и вершить подвиги. Женские слезы – это маркер, который помогает понять уровень состояния женщины. Это ее аварийный сброс эмоций, когда происходит перенаполнение. Нужно это понимать и учитывать, а не избегать и не подавлять или проявлять негатив. Самое худшее, что ты можешь сделать для своей женщины, это бросить ее наедине с этим состоянием. Этого она тебе не простит. Даже если сейчас и не подаст вида, то все равно не забудет. И если таких случаев наберется некоторое количество, ты навсегда потеряешь ее доверие и веру в себя. И она найдет другого мужчину, того, кто сумеет ей помочь обрести необходимый душевный покой. Почему женщины плачут? Маленький мальчик спросил маму: «Почему ты плачешь?» «Потому что я женщина». «Я не понимаю». Мама обняла его и сказала: «Этого ты не поймешь никогда». Тогда мальчик спросил у отца: «Почему мама иногда плачет без причин?» «Все женщины иногда плачут без причин». Все, что смог ответить отец. Потом мальчик вырос, стал мужчиной, но не переставал удивляться. «Почему женщины плачут?» Наконец он спросил у Бога, и Бог ответил: «Задумав женщину, я хотел, чтобы она была совершенной. Я дал ей плечи, такие сильные, чтобы держать весь мир, и такие нежные, чтобы поддерживать детскую головку. Я дал ей дух настолько сильный, чтобы вынести роды и другую боль. Я дал ей волю настолько сильную, что она идет вперед, когда другие падают, и она заботится о павших и больных и усталых, не жалуясь. Я дал ей доброту любить детей при любых обстоятельствах, даже если они обижают ее. Я дал ей силу поддерживать мужа, несмотря на все его недостатки. Я сделал ее из его ребра, чтобы она защищала его сердце. Я дал ей мудрость понять, что хороший муж никогда не причиняет жене боль намеренно, но иногда испытывает ее силу и решимость стать рядом с ним без колебаний. И, наконец, я дал ей слезы и право проливать их где и когда необходимо. И тебе, сын мой, надо понять, что красота женщины
Не в ее одежде, прическе или маникюре. Ее красота в глазах, которые открывают дверь к ее сердцу, тому месту, где обитает любовь. Не правда ли красиво? Как вы считаете, женские слезы, хорошо это или плохо? Ведь слезы – это прекрасный выход для эмоций, возможность пожалеть себя и расслабиться. Если весь негатив долго накапливать, то ни к чему хорошему это не приведет. Периодически нужно давать себе возможность побыть слабой. Плачьте, если вам хочется, и не сдерживайте слез. Пусть ваши глаза, дорогие женщины, блестят только от слез радости, умиления и счастья. И помните, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете для себя много интересной и полезной информации. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.